В истории человечества было несколько энергетических переходов, когда в силу развития новых технологий превалирующим энергетическим ресурсом последовательно становились сначала органические вещества, затем уголь, нефть и нефтепродукты, а в последнее время еще и природный газ. Но у всех пережитых нами энергетических переходов было две неотъемлемые характеристики. Первое – то, что переходы реализовывались без всякого политического или идеологического давления и в разных странах шли в разном темпе. Где-то быстрее, потому что этому способствовали развитие науки, технологий и матушка геология. Где-то значительно медленнее, в тех странах, которые не прошли через этапы бурных технологических революций. Вторая неотъемлемая черта – то, что, переходя к преобладающему использованию новых энергетических ресурсов, отказываться от тех, которые были освоены ранее, никто и не думал. Самый классический пример, кстати, это наша с вами Россия, если взглянуть на нее незашуренным взглядом. То, что у нас работают атомные электростанции, не отменяют газовые и угольные электростанции. Где-то и вовсе продолжают дровами отапливаться. Мы используем то, что нам доступнее, что экономически оправдано. Нет, я не о том, что мы всем довольны. Но как бы мы ни бурчали по этому поводу, в реальности все ведь понимают, что тысячекилометровый газопровод к селу в 20 дворов в сибирской тайге как-то так себе, если только вслед за Емелей волшебную щуку не поймать. А если оглянуться на историю Советского Союза, то стоит вспомнить чеканную формулу. Социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ну а электрификацию нашим с вами предкам обеспечила разработка и реализация плана ГЛРО, одним из основных постулатов которого было использование местных энергетических ресурсов. Уголь рядом, электрификация шла на этом местном угле. Удачная гидрология реки, строились ГЭС. Потому и получили экономически максимально удачное решение для всей страны. И уже только после того, как наши великие ученые и организаторы овладели энергией ядра урана, только после открытия гигантских месторождений природного газа мы позволили себе задуматься о нагрузке на окружающую среду, о чистоте воздуха и воды. Я понимаю, что это может, что называется, резать слух, но из песни слова не выкинешь, а факты вещь упрямая. Электрификация обеспечила индустриализацию. Индустриализация обеспечила нам своим появление изобретения, придумки, гениальные догадки, называйте как угодно, хоть чудом, централизованного отопления. В прошлом году, к огромному сожалению, незамеченным прошел вековой юбилей с начала теплофикации нашей страны. 25 ноября 1924 года заработал первый теплопровод от государственной электростанции номер 3, предназначенной для общего пользования, в доме номер 96 на набережной реки Фонтанки. Проект этого теплопровода был разработан группой инженеров-энергетиков под руководством профессора электротехнического института Владимира Владимировича Дмитриева и главного инженера ГЭС номер 3 Леонтия Леонтьевича Гинтера. Эксперимент был признан удачным, и под руководством Владимира Дмитриева поэтапно продолжалась теплофикация сначала Ленинграда, затем Пскова, Москвы и далее по списку. Но это, безусловно, совершенно отдельная и очень большая тема. А сегодня немного о другом. О КПД электростанций. КПД самых современных атомных электростанций не превышает 35%. У наиболее продвинутых газовых турбин этот показатель достигает 42%. И это действительно очень серьезное достижение. А вот КПД стареньких наших угольных теплоэлектростанций как был, так и остается выше 80%, поскольку на них энергия перегретого пара используется дважды. Для производства электрической энергии и для того, чтобы, передав температуру в теплообменников, обеспечить наши промышленные и жилые здания еще и теплом. Вот это двойное использование первичных энергетических ресурсов в условиях государственного централизованного планирования развития экономики – один из секретов того, что в нашей, самой холодной на планете стране, стоимость электрической энергии в течение полувека оставалась стабильной и самой низкой в мире. И это просто медицинский факт. Какие бы новые изобретения не внедрялись на электростанциях в наше технологически продвинутое время, с экономической точки зрения теплоэлектроцентраль обогнать все равно не получится. И это еще одна причина того, что индустриализация Советской России шла за счет использования угля на ТЭЦ. И, разумеется, за счет использования угля в металлургической отрасли. Результаты известны. Мощности нашей индустрии оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить победу рабоче-крестьянской Красной Армии над первым вариантом Европейского Союза. Уголь обеспечивал электроэнергией и теплом. Уголь обеспечивал производство чугуна и стали. А времена для выживания нашей страны требовали ураганного темпа развития. Это не попытка индульгенции угольным электростанциям за их нагрузку на экологию с моей стороны. Это просто напоминание фактов, которые сейчас нечасто вспоминают. Один из выводов. Отказ от строительства теплоэлектроцентрали, который у нас состоялся в последние годы существования СССР, привел к тому, что тарифы и на электроэнергию, и на тепло выросли просто автоматически. Генерировать отдельно электрическую энергию, отдельно тепловую энергию дорого не только потому, что владельцы генерирующих объектов хотят денег да побольше, но и потому, что физику обмануть невозможно.
Нравится нам это или нет, но теплоэлектростанция и котельная – это дороже, чем теплоэлектроцентрали и трубопроводы с горячей водой, потому что такова физика процессов. Второй вывод. Наш путь развития не может быть чем-то уникальным и таковым не является. Ровно такой же рывок развития уголь обеспечил Европе, Штатам, Китаю. И этот исторический опыт прекрасно известен во всех странах, которые отнесены к категории развивающихся. В каждой из них предстоит решать один и тот же вопрос. Что выгоднее? Соблюдение зеленой повестки или же темп развития, который даст максимально быстрый выход из этой категории? Попытки навязать развивающимся странам зеленой повестки со стороны коллективного Запада – это про экологию или нет? Давайте пробежимся по фактам, один из которых, на мой взгляд, точно забывать нельзя. В 2004 году перед голосованием по ратификации подписанного Россией Киотского протокола тогдашний наш премьер Михаил Касьянов, он же Миша 2%, как неудивительно, действовал по старым лекалам. Он передал документ на изучение Российской академии наук. После года работы, после целой серии семинаров и прочих дискуссий, Российская академия наук свой вердикт вынесла. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Точка. То, что наша уважаемая Государственная Дума и еще более уважаемый Совет Федерации проголосовали за Киотский протокол, наплевав на мнение профессиональных ученых, это отдельная тема. Предлагаю просто не принимать во внимание, поскольку и вот такое голосование тоже научного обоснования не имеет. Наша Академия наук не нашла подтверждения ни гипотезе о глобальном потеплении, ни об антропогенном вкладе в этот процесс. Ну и в очередной раз напомню, что содержание углекислого газа в земной атмосфере составляет 0,3%. 0,03 доли от общей массы. И все угроханные в декарбонизацию триллионы килограммов разных денег – это сражение за то, чтобы эти 0,3 не выросли до гигантских 0,4%. И, как показали апрельские этого года события на Пиренейском полуострове в Испании с Португалией, нет научного обоснования и возможности надежного функционирования крупной энергосистемы, базирующейся на альтернативной прерывистой генерации, то есть на солнечных и ветряных электростанциях. Нет традиционной генерации с ее крупными турбинами, вращающими тяжелые роторы. Нет возможности поддерживать частоту в сети. Нет надежности в ее работе и есть риски срывов в блэкауты. Испания для того, чтобы восстановить синхронизацию своей объединенной энергосистемы, вынуждена была сначала запустить на 100% мощности свои газовые электростанции. И только после этого поштучно вводить в работу солнечные и ветряные электростанции. Ну а если вся объединенная энергосистема какой-то страны только солнце, только ветер, а вот насчет радости впереди как-то не очень. Если, конечно, не считать радости представителей тех самых стран развитых, тому, что страны развивающиеся будут числиться таковыми и ныне, и присно, и во веки веков. Так что навязывание зеленой повестки всем развивающимся странам – это про деньги. Про невесть какую по счету попытку сохранить свое доминирование на планете и ни про что больше. Вот как на духу. Даже если мне под ноги упадет мешок со 100-500 миллионами долларовыми фунтами, все равно не поеду на сафари туда, где кондиционер в гостинице и горячий кофе поутру зависит от тучек на небе и ветра в поле. Невозможно создать емкую объединенную энергосистему, значит, не получится создание энергоемкой промышленности с непрерывным циклом производства. Металлургия, химическая отрасль, производство цемента в чате просто не появится. И поиск кокосов под пальмой с детским трудом в шахтах на добыче кобальта будут продолжаться и продолжаться. Так что зеленая повестка – это точно не про природу, мать нашу, а про очень большие деньги и очередной этап сражения за влияние, за доминирование. Поскольку в ходу действительно очень большие деньги, то мы точно не можем исключить, что часть развивающихся стран всерьез решит зазеленеть. Какой бы многочисленной элиты в той или иной стране ни была, но во времена, когда даже купюры печатать не обязательно, достаточно мышкой клик-клик, варианты, так скажем, имеются. Вот только с учетом настроения, которое все больше распространяется в той же Африке, не приходится рассчитывать и на всеобщую победу в вечно зеленой денежной единице. Устали в развивающих странах от европейцев и американцев. Какие бы наряды господа колонизаторы не рядились, пробковый шлем и стек в руке все равно ведь хорошо заметно. И что делать тем странам, которые решатся на приложить усилия для собственного развития? Разумеется, алгоритм действий будет индивидуальным, в зависимости от климата, геологии и многого другого. Но с точки зрения энергетики все проще. Неважно, какой архитектурной сложности и красоты будет здание, без фундамента его построить все равно не удастся. Фундамент – энергетика. И базироваться оно достаточно долгое время будет именно на угле, кто бы и что бы ни рассказывал.
Природный газ куда экологичнее, конечно, но для того, чтобы масштабно его использовать, еще подрасти требуется и технологически, и финансово. Газ в электроэнергетике с ее неравномерным спросом в течение суток для балансировки требует наличия подземных хранилищ. А вот тут уж точно Господь играет в кости. Напомню, что «Газпром» на Дальнем Востоке с 2007 года ищет структуры, которые позволили бы обустроить подземное хранилище. И за прошедшие годы найдено всего 2 таких места, причем куда как не самые большие по возможному объему хранения. Нет гарантии, что подземное хранилище можно будет построить вообще. И уж тем более гарантий нет относительно того, что места для таких ПХГ будут оптимальными. Если все пойдет планово, то в ближайшее время начнутся поставки российского газа в Иран. Страну, у которой вторые в мире по объему запасы газа. Почему? На всей территории Древней Персии всего 2 подземных хранилища газа. Одно рядом с Тегераном, но маленькое. Второе большое, но на границе с Туркменией. А для Ирана граница с Туркменией, как для нас Таймыр, потому что холодно, и плотность населения в столь дикой местности только чуть-чуть выше нуля. Если нет подземных хранилищ газа, то про сколь-нибудь масштабную газификацию можно думать только вдоль морского побережья. И то только в том случае, если там будут построены регистрационные терминалы, криогенные емкости для хранения СПГ и создана газораспределительная сеть. Предложение вкладываться именно в такой сценарий – это сразу отрицательный ответ на вопрос энергетика для экономики или же вся экономика во благо энергетики. Правильный ответ, как показывает логика, окажется слово «уголь». Уголь, для которого не требуются никакие подземные хранилища. Простите за утрирование, вполне достаточно навеса от дождя поближе к причалу в порту. Уголь перевозить до электростанции можно хоть на тачке, не строя для этого никаких трубопроводов, оснащенных сложной системой насосов. Уголь и электростанции, работающие на нем, а все остальное – газовые электростанции, электростанции атома, вспомогательные солнечные ветряные электростанции – это все потом. Все по старой поговорке. Были бы кости, а мясо растет. Будет создан фундамент экономики, которым является энергетика. Будет развитие страны, которое в перспективе даст возможность про всякие зеленые повестки и газовую отрасль задуматься. Ну а попытки поставить телегу впереди лошади – это гарантия того, что с места тронуться получится приблизительно никогда. Но производство электрической и тепловой энергии – только одна сторона угольной отрасли. Вторая – это, безусловно, металлургия, поскольку производство чугуна без использования кокса, хоть и возможно, но экономически не оправдано, что убедительно доказывает помешавшаяся на водороде и прочих зеленых прелестях Европы. Металлургия в 21 веке – это еще одна базовая отрасль, поскольку без нее и думать не приходится ни о строительной индустрии, ни о прочем машиностроении во всем его многообразии. Уже 2 этих направления угольной отрасли востребованы повсеместно. Возможность ее дальнейшего развития в России. Уголь, с точки зрения геологии, конечно, куда как более демократичен, чем природный газ и нефть. Он распространен по планете куда как более равномерно. Но его добыча на современном уровне уже далеко нетривиальных усилий требует. Не спорю, время от времени в интернете можно выловить развеселые фотографии угледобычи в Пакистане со всей тамошней романтикой XIX века. Но только при помощи кирки до лопаты и усталых осликов приличных объемов добыть не получится. Требуется техника. И тут, если страна всерьез берется за добычу угля в собственных месторождениях, снова развилка. Либо мирное согласие с импортозависимостью по всей добычной технике, либо сначала угольное машиностроение, а уже потом на работу в разрезы да в шахты. Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай. Потому на первых порах проще уголь импортировать. Причем желательно вместе со всеми технологиями его использования как сырья и для энергетики, и для металлургии. Это ниша, которую Россия точно может и, на мой взгляд, должна занять. Европа отказывается финансировать любые угольные проекты. Со Штатами, несмотря на обильную словесню мистера Трампа, все далеко не однозначно, как любила говорить дочь крымского офицера. Китай умудрился сам себе финансирование строительства угольных электростанций за пределами своей территории запретить. Ставим галочку, двигаемся дальше. А дальше у нас химический потенциал угля, получение продуктов глубокой химической переработки. Бесконечная тема, если честно, поскольку на уже имеющихся технологиях из разных марок угля возможно производство свыше 130 химических полупродуктов, которые в дальнейшем используются для производства свыше 5000 видов конечной продукции. Со времен Великой Отечественной мы ассоциируем переработку угля через процесс Фишлер-Тропса в синтетическое топливо, чем занималась химическая обслуга Третьего рейха. Но с той поры много воды утекло. Основные группы продуктов химической переработки угля, помимо нафты, дизеля и керосина, аммиак и метанол, бутилены, пропилен, этилен, олефины, формальдегид. Аммиак, напомню на всякий случай, база для производства азотных удобрений вплоть до карбамида, которого, в общем-то, много не бывает. Спрос растет и растет.
И опять же, сугубо для галочки. В России имеются два научно-исследовательских института углехимии в Кемерово и в Донецке. А вот серьезно действующих проектов в этом направлении у нас пока не наблюдается. А вот предварительная оценка объема угля, которую возможно задействовать для его глубокой химической переработки, уже сделана. От 50 до 85 миллионов тонн в год. То есть до 20% общего объема российской добычи. Выгодно это или нет? Если отталкиваться от нынешнего уровня цен на химические продукты, то тут арифметика, конечно, замысловата. Но если в режиме средней температуры по больнице, то по отдельным видам стоимость конечных продуктов превышает стоимость сырья в 17 раз. А если речь идет о производстве сорбентов, так их цены выше стоимости исходного антрацита в 450 раз. Еще одно возможное направление развития угольной отрасли – это, конечно, метан угольных пластов, МУП. Сколько сотен лет человечество добывает уголь в шахтах, столько лет и приходится бороться с пожарами и взрывами, оплачивая их человеческими жертвами. Первыми решили бороться с этой губительной проблемой китайцы. Шахт там много, пожары и взрывы, к сожалению, не редкость. Вторыми подтягивались Штаты. С того момента, как угольные электростанции стали здесь все активнее замещать газовыми в связи с ростом объемов добычи сланцевого газа, в угольной отрасли начался спад. Вот и ищут варианты. Впрочем, сегодня мы ведь только знакомимся с основными направлениями вариантов развития угольной промышленности. Поэтому давайте обойдемся без детализации. Самый простой и дешевый метод добычи метана угольных пластов – шахтный, через системы вентиляции и дегазации, что позволяет существенно повышать безопасность самой добычи угля. Объемы такой добычи метана угольных пластов, правда, небольшие, потому что в этом случае газ можно использовать только локально, к примеру, для строительства небольших теплоэлектроцентралей. И электричество, и тепло на шахтах необходимо всегда. И вот такой метан дает возможность щелкать калькулятором, высчитывая, что выгоднее. Сетевая энергия, сжигание добываемого угля или вот этот метан угольных пластов. Для нетронутых добычей угольных полей разрабатывают методы скважинной добычи. Те самые вертикальные и горизонтальные скважины с последующим гидроразрывом пласта. Тут подсказки от логики вполне понятны. Чем более твердая порода угля, тем сложнее с этим гидроразрывом. Потому оптимальным для добычи метана угольных пластов считаются месторождения бурого угля. Кто сейчас услышал Ленский бассейн и 2,2 триллиона тонн прогнозных запасов именно бурых углей, тот молодец. Оценка объемов метаноугольных пластов, которые возможно добыть на всех наших российских месторождениях, 83,7 триллионов кубометров. Повторяю, 83,7 триллионов кубометров. На всякий случай напомню, что уголь Ленского бассейна и Таймыра геологами оценивался еще в советские времена, да и то отнюдь не досконально. Соответствующие геологические карты украшены буквами P1 и P2, то есть прогнозные, не более того. У метаноугольных пластов есть еще одна особенность. Он изначально практически полностью сухой, то есть содержание примесей не более 1-2%, что позволяет экономически эффективно отправлять его на ожижение. Алгоритм напрашивается сам по себе. Начинать с извлечения метаноугольных пластов, тем самым гарантируя безопасность последующей добычи самого угля. Вместе с добычей угля развивать проекты его химической переработки. Ну и, конечно, если всерьез говорить об экологической опасности, то стоит помнить, что метан упорно продолжает сочиться даже из закрытых шахт. Есть уже методы для добычи метаноугольных пластов из закрытых угледобычных проектов, но развивается он пока так себе. И просто статистика. В Китае, США, Австралии и Канаде объем добычи метаноугольных пластов потихоньку-полегоньку вырос до 10% в общем объеме добычи. Не сказать, что сильно много, поскольку на сегодня метаноугольных пластов по стоимости добычи раза так в 1,5-2 выше стоимости традиционной добычи. В России «Газпром» на Кузбассе реализовал ровно один проект, так скажем, опытно-демонстрационный. Экономика срослась, поскольку угольная компания, на лицензионном участке которой шел этот эксперимент, построила на этом метане собственную теплоэлектроцентраль, прекратив сжигать добываемый уголь. Ну и на всякий случай, оценка объемов метаноугольных пластов на угольных месторождениях Кемеровской области 13 триллионов кубометров. И никакого Ямала с Гаданом. То, что углю глубоко фиолетовые все словеса апологетов декарбонизации, неудобны для кого-то, факт. Мировой объем добычи берет новые и новые высоты, пошагово подбираясь к вполне себе астрономическому числу в 9 миллиардов тонн в год. При этом мировой рынок, то есть экспортно-импортная операция, от 1,3 до 1,4 миллиардов тонн в год. То есть порядка 80% добываемого угля потребляется на месте.
Это такое наглядное доказательство демократичности угольных месторождений. Они по планете распространены куда как более равномерно, чем в случае углеводородов. Россия с нашими объемами экспорта в 220 миллионов тонн в год, третья в мировом табеле о рангах, отрыв лидеров весьма значительный. Первое место по объему угольного экспорта у Индонезии с ее 450-500 миллионов тонн в год. Второе у Австралии 350-400 миллионов тонн в год. Ну а четвертое место после нас – Штаты, которым удается экспортировать от 70 до 90 миллионов тонн в год. На пятом месте ЮАР – 60-70 миллионов тонн в год. На шестом месте Колумбия, где имеется кокс отнюдь не только белого цвета – 50-60 миллионов тонн в год. После введения в 2022 году полного эмбарго со стороны Евросоюза на российский уголь одновременно идут сразу несколько процессов. Европа ищет новых поставщиков, чему рады угольщики Колумбии, ЮАР, да и Штатов. Но при этом продолжающееся зеленое безумие Евросоюза тащит объемы поставок вниз. Но при этом рост спроса в Юго-Восточной Азии уверенно компенсирует его снижение в Европе. Регион с самым высоким темпом развития этот темп обеспечивает именно углем и электростанциями с его использованием. Мировые цены на уголь, мягко будет сказано, волатильны. К примеру, если в 2022 году тонна энергетического угля стоила около $400 США, то сейчас она ниже сотни. Уголь коксующихся марок так сильно не дергает, но и тут стабильностью не пахнет, поскольку мировую металлургию тоже потряхивает. Максимальный по объему сегмент металлургии – строительный сектор, а он зависит от ситуации в мировой экономике. Затеял Дональд Трамп войну пошлин, пошли негативные настроения, стоимость коксующегося угля тоже снижается. В российской угольной отрасли кризис. Наши руководители перестали стесняться признавать это. Прежде чем переходить к анализу его причин и возможных вариантов его одолеть, давайте самое общее рассуждение. Экспорт угля в России идет по сложнейшей схеме, даже тяжело ее будет описывать. Копай и вези. Вези уголь как энергетическое сырье, как металлургическое сырье. Лови котировки на чужих биржах. Молись на курс нашего горячо любимого Центробанка. Плачься в жилетку губернатору твоего региона и в кабинетах Министерства энергетики на безобразное поведение РЖД. Да хоть в истерику впадай, но не меняй алгоритм. Копай и вези. Сидя на монопольном товаре, удивляйся тому, что один год у тебя хорошая прибыль, а потом годика 3-4 ты внезапно в рифме к слову «Европа». И это вовсе не слово «Пенелопа». Есть такое сложно выговариваемое слово «диверсификация», но его полезно знать. Если помимо угля ты способен производить карбамид, метанол и олефины, у тебя есть пространство для маневра. Если ты в эти направления не вкладывался, тебе и Пенелопа за невесту. При этом нужно помнить, что как поставщик угля на мировой рынок Россия далеко не одинока. Игроков достаточно. Многие из них весьма активны и агрессивны. Крохотная Монголия в прошлом году выдала на гора 74 миллионов тонн экспортного угля. К 2027 году планируется завершить железную дорогу в Китай по маршруту Гашоун-Сухайт-Гансмот, что даст возможность нарастить объем поставок еще на 12 миллионов тонн в год. В общем, кто первый встал, того и тапки. Если мы будем несколько лет решать свои проблемы в угольной отрасли привычными методами, то можем попросту не успеть. Капитализм на дворе. Одна страна, другой волк. Если, конечно, про Польшу не вспоминать. Нет, я про то, что у Польши своих угольных месторождений полно, а не о том, что вы подумали. Под давлением Еврокомиссии Польша вынуждена строить солнечные ветряные электростанции как станция замещения угольных ТЭЦ. А потому гипотетически возможен выход угольных компаний этой страны на мировой рынок. Следовательно, свои проблемы нам нужно решать быстро, а необходимость диверсификации нарастает с каждым годом. Хотим сохранить отрасль, обязаны соответствовать. Вот и давайте попробуем прикинуть, нужна отрасль или настала пора вливаться в общемировой хор с песней «Только солнце, только ветер, только радость впереди». Начнем именно с этого варианта. Предположим, что наше с вами правительство заявляет, да ну его к черту этот уголь. Черный, дымит, зола после него. Да еще он РЖД от угольщиков стонет. Нам ESG-повестка и декарбонизация куда как важнее. Закрываем поэтапно все угольные ТЭЦ и ТЭС, ставим поля солнечных панелей и гектары ветротурбин. Переходим на электрическое отопление промышленного и жилого фонда, там, куда газовыми трубами не дотянуться. А там еще и Росатом подтянется, и будет нам счастье. Улыбнулись? Зря. Системный оператор уже на полном серьезе предлагает в связи с нарастающим энергодефицитом забабахать в Приморском крае ветроэлектростанцию на 1000 мегаватт, чтобы мало не было. Ветроэлектростанция дешевле, чем тепловая станция, строить ее быстрее, потому даешь, не дрешь.
Прохладно там, говорить? Да ничего страшного. Котельных настроим по всем углам, и будет нам счастье. Балансировать генерацию нам там будут ГЭС. У нас их на Дальнем Востоке целых 3 штуки, так что никаких проблем. Отличный алгоритм. Но я в очередной раз напомню, что сброс воды из водохранилищ ГЭС подчиняется чему угодно, но только не суточным колебаниям спроса на электроэнергию. Темпы сброса определяет Росводоресурсы, который график Росгидро выдает на основании данных МЧС, Минтранса и далее по списку. То, что в Приморье внезапно стих ветер, точно не повод затопить территорию Нижнезейской ГЭС. Вот ведь какая штука. Установленная мощность Объединенной энергосистемы Востока, то есть Амурской и Еврейской автономных областей, Приморского и Хабаровского краев, чуть больше 11 гигаватт. Поэтому 1 гигаватт ветромощностей – это под 10% одним ударом по установленной мощности. В прошлом году у нас веерные отключения были в Объединенной энергосистеме Юга, в которой ветроэлектростанции – это 12% установленной мощности. Настала жара, наступил штиль. Лопасти уныло повисли на валу. И это на юге, где плотность электрических сетей, то есть погонные метры линии электропередач на квадраты площади, в 10 раз выше, чем в Приморье. Нам точно надо тиражировать такое счастье по новым регионам, простите? И это ведь только инженерная часть вопроса, есть же еще экономическая. Уже говорил, еще раз повторю. КПД теплоцентрали при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии выше 80%. Нам что взамен предлагают? Ветроэлектростанцию с ее 29% КПД в самом лучшем случае и с коэффициентом использования установленной мощности в 25% в комплекте с газовыми и угольными котельными, с их КПД процентов так в 30%. С точки зрения кошельков конечных пользователей, электричество отдельно, тепло отдельно, удар кратно более мощный, чем единый источник генерации. Всем, кто не верит, крайне рекомендую изучить ситуацию в удаленных поселках Якутии и Чукотки, где дизельная электростанция Росгидро – это только электроэнергия. А для обеспечения теплом пыхтят угольные котельные возраста такого, что Мафусаил обзавидуются. Нет, конечные потребители там платят немногим больше, чем в других городах и весях России, поскольку все остальное субсидирует субъект федерации из своего бюджета по очевидной причине. Как только населению таких поселков предложат платить полную стоимость, так и исчезнут у нас эти 300 с лишним поселков. Любые попытки натянуть на Россию некие европейские стандарты построения энергетической отрасли – это натягивание калибри на глобус, господа и дамы. Не знаю, кому как, а мне, как одному гостю на Кавказе, птичку жалко. Наш климат, наша площадь территории, неравномерность ее заселения уникальная. И это причина того, что никакие чужие лекала нас устраивать не могут просто по определению. И, как ни удивительно, это огромная проблема для всех тех замечательных, прекрасных наших чиновников, которые истово в поте лица своего трудятся денно и ночно в министерских кабинетах. Нет возможности списывать со схем развития Люксембурга или Мексики. Требуется смелость на самостоятельное, нешаблонное мышление. Я точно не психолог, тема вроде бы никакого отношения к энергетике не имеет, но это становится существенным фактором для всей нашей системы государственного управления. Требуется дерзость разработки собственных программ развития, дерзость не оглядываться на княгиню Марию Алексеевну. Извините за французский, но умение плевать на чужие стандарты, не оглядываться на чужое мнение необходимо, причем остро необходимо. Без этого правильно ответить на вопрос «энергетика для экономики» или «экономика для пересечения всех хотелок энергетики» не получится. А мы ведь по 100 раз на дню слышим слова о том, что главное в развитии энергетики – обязательный и как можно более стремительный возврат всех инвестиций. Не строительство электростанций для того, чтобы дать возможность строить новые заводы, фабрики, порты, новые населенные пункты, а строительство электростанций для того, чтобы инвесторы этого строительства гарантированно и как можно быстрее окупили сторицей свои вложения. Но отказываясь от того, чтобы во главу угла ставить не теплоэлектростанции, а именно теплоэлектроцентрали с их возможностями обеспечивать централизованное теплообеспечение, мы добровольно отказываемся от того преимущества, которым пользовались в советские времена, от тех преимуществ, которые в нашей стране обеспечили создатели плана ГЛО и плана создания единой энергосистемы. То и другое были базой стабильности тарифов на тепловую и электрическую энергию, тем самым обеспечивая темпы развития, которые в настоящее время стали просто недостижимы. И это не мои личные фантазии и предпочтения, поскольку бардак в нашей с вами энергосистеме – это реальность. В качестве характерного примера. По данным системного оператора, в этом году за период с 1 января по 5 мая потребление электроэнергии в первой ценовой зоне, то есть в Сибири, по сравнению с таким же периодом прошлого года снизились на 2,8%. А оптовые цены по показателю год к году за этот же период выросли.
Причем именно выросли, не поднялись. Сразу на 32,5%. Спрос падает, цены растут. И я не могу придумать более краткого описания этой ситуации, чем слово «бардак». Бардак как результат чубайсятины в нашей энергетике, которой мы продолжаем поклоняться как каннибалы своим деревянным идолам. Бардак, поскольку, в числе прочего, наше государство уверенно самоустранилось из угольной отрасли. Это просто факт. В нашей атомной индустрии царствует и правит государственная корпорация «Росатом». В нефтяной отрасли на первых ролях присутствуют контролируемые государством «Роснефть» и «Газпромнефть». Слова «газ» и «Газпром» в нашем сознании практически едины. Контрольный пакет в гидроэнергетике у государственной компании «Росгидро». И только в угольной отрасли ни одной государственной компании. Только тут полное торжество доктрины либеральной экономики. Помните главную мантру либерал-экономистов? Эффективный частный собственник круче любых государственных компаний, поскольку активнее, проворнее, пачками внедряет новейшие инновации, и вот это вот все. И, простите, где? Не надо в рифму, давайте мягче. Кризис у нас в угольной отрасли, который сейчас вот правительство намерено костыли оплатить, дабы она и дальше хромала. Правда, с направлением хромания далеко не все очевидно. В общем, не видно громадной эффективности частных угольных компаний. Даже под микроскопом не видно. Падают объемы добычи, падают объемы экспорта, зато растут внутренние цены и растет общий убыток отрасли. Разумеется, вместе с падением поступлений в государственный бюджет. Собственно говоря, в этом веке между федеральным правительством и частными угольными компаниями действовал негласный договор. Мы будем стараться не пережимать с налогами и с надзором, но с вас не только продукция, но и гарантированная трудовая занятость в моногородах в комплекте с ростом уровня жизни в этих моногородах. Дороги, больницы, школы, ликвидация ветхого жилья, чтобы все было не на граммах хуже, чем в среднем по стране. И по большому счету условия этого условного договора вполне себе выполнялись, если, конечно, не считать того, что происходит в Воркуте. Самое удивительное лично для меня то, что за все эти годы у нас так и не сформирована биржевая торговля углем. Вот для нефтепродуктов биржа имеет место быть, несмотря на нелепость ситуации. То есть компания обеспечивает более 80% нефтепродуктов на нашем внутреннем рынке. Но для них биржа и биржевое ценообразование в наличии. В наличии. Хотя минимум поставщиков – это олигополия в чистом виде, для которой биржевая торговля означает неизбежный рост цен. А вот для более сотни угольных компаний биржевые торги впервые были организованы пару лет назад. И развиваются они очень и очень медленно. Почему так? Ну, вроде как одной из главных причин называют то, что уголь – это десятки разных сортов и марок, поскольку значение имеет не только теплотворная способность, но и зольность, содержание химических примесей, размерность и так далее. Возможно и так. Я уж точно не специалист по биржевым торгам. Но почему про биржу для угольщиков задумались так поздно? Ликвидация Министерства ЖКХ, которая нам вот как воздух была необходима, привела к тому, что все проблемы обеспечения топливом котельных перестали решаться централизованно. Каждый регион решает свои собственные проблемы, как умеет и как получается. Получается так себе. Поскольку вес некоторых угольных компаний куда как выше, чем властные полномочия власти на местах. Ввести уголь за несколько тысяч километров дорого, потому приходится соглашаться с условиями, которые диктуют местные добытчики. Но и пенять на рост тарифов только на угольные компании тоже не очень правильно, поскольку базой для налогообложения у нас являются цены на эталонный каменный уголь Австралии. Пенять только на угольные компании не очень правильно, поскольку только за последние 3 года тарифы любезной моему сердцу РЖД выросли на 44%. Вообще, ситуация с противостоянием РЖД и угольных компаний ничего, кроме тотального удивления, не вызывает. Жалоба со стороны РЖД. Уголь как груз низкомаржинален. Нам его возить в таких количествах просто невыгодно. Но уголь занимает около 50% всего объема грузоперевозок РЖД. Без угля РЖД будет мечтать не о маржинальности, а пятый угол искать, чтобы просто выжить. РЖД правдами и неправдами добилась снижения отгрузок угля. И тут же выяснилось, что падает и общий объем грузооборота. Слова про низкую маржинальность угля – это одно, а умение заместить этот уголь более выгодными перевозками – это уже дело, с которым досточтимое руководство РЖД просто не справляется. Слова говорить не груз ворочать, однако. Так или иначе, но констатируем, как факт. Государство не держало в фокусе внимания ситуацию в угольной отрасли, ограничиваясь общей координацией, традиционно бесконечными налоговыми нововведениями и реакцией на поток жалоб со стороны угольщиков на тему проблем с вывозом продукции. Тем не менее, рост объемов добычи несколько лет был весьма уверенным.
как и объем экспорта. Что не говоря, а 440 миллионов тонн угля в год на гора, даже в советские времена нам такое не покорялось. Соответственно, все в порядке было и с трудовой занятостью. Жалоб, кроме как из Воркуты и из Инты, не поступало. И этого вполне хватало для благодушного спокойствия. Шли и идут потоком общие слова, что в предыдущем варианте энергостратегии, которая была рассчитана на период до 1935 года, что в новой энергостратегии 2050. Хорошо бы и дальше наращивать добычу и экспорт. А еще мы знаем слова «глубокая химическая переработка угля» и умеем вбивать эти слова в тексты важных документов без грамматических ошибок. А угольные компании, они такие же гордые, как тот ежик, которого не пнешь, не полетит. Раз ни с какими сверхтребованиями к нам никто не пристает, действуем и дальше по тому же алгоритму. Копай и вези. Единственное, и при этом совершенно феноменальное, на мой личный взгляд, исключение – Эльга-Уголь, которая не только про копай и вези, но и про Тихоокеанскую железную дорогу проложи и новый порт на Охотском море построй. При этом ни копейки денег из государевого бюджета не проси и налоговые льготы не выпрашивай. Вот еще раз, медленно, без льгот, субсидий, преференций, в краях, куда Макар телят не гонял, 600 с лишним километров новой железной дороги. Практически 10-кратный рост объемов добычи, первичной переработки и рабочих мест. Новый порт, в акватории которого уже бегают ледоколы и ледовые буксиры. Локомотивы пыхтят, суда булькотят. И ноль внимания на постоянно действующий в России тайфун с красивым именем Эльвира. Горняки на месторождение доску тратят на всякие там фитнес и походы по салонам красоты, если кино в кинозале вдруг не нравится. У нас в ходу устойчивая идиома команда менеджеров, но, на мой взгляд, к Эльга-Уголь она не прикладывается. Тут налицо сплоченный коллектив управленцев-организаторов с каким-то запредельным уровнем опыта, поскольку все перечисленное происходило одновременно и реализовано за пятилетку. Исключения, как известно, только подтверждают правила. Но в случае с Эльга-Уголь получилось какое-то исключительное исключение, о котором я намерен сделать не одну, а целую серию передач. Этот феномен нужно изучать самым доскональным образом, в надежде, что вот такой организационный опыт удастся масштабировать на всю нашу с вами Россию. Извините, отвлекся. В отсутствие требовательности со стороны Министерства энергетики, в частности, и правительства вообще, как ведут и вели себя сами угольные компании? Рвались развиваться, диверсифицируя направление деятельности, предлагали какие-то инициативы? Ответы известны – нет и нет. Конечно, примеры более комплексного подхода у нас имеются. Такие крупные добывающие компании, как СУЭК, Мечел, ЕН+, имеют собственные теплоцентрали и сети котельных, запитывая их собственным углем. А про более мелкие, про средние угольные компании мы информации толком не имеют. Чем живут, как дышат. Внимание проявляется только после ЧП, количество которых, надо отдать должное, снижается и снижается. Нас не трогают, мы не освещаем. Проблемы возникают на уровне губернатора, их решаем. Нормально? Ну, пока все нормально, может, и нормально. Но вот прямо сейчас выясняется, что на уровне губернаторов далеко не все проблемы удается решить. Тут не только бесконечные дрязги с РЖД, но еще и ситуация с уровнем цен на мировом рынке, и с явными ошибками с системой налогообложения, и рост курса рубля. И вот те самые творческие инициативы на тему «Зачем нам уголь, когда ветер свеж, а солнце ласково». Что изменилось? Теперь угольные компании стараются контактировать не только с местной властью, но и с Министерством энергетики, но тема остается все той же. А давайте вы нам поможете с РЖД договориться по объему вывоза и по тарифам. А давайте вы с Минфином поговорите за послабление по налогам. Это остро, это больно, это действительно необходимо, если мы действительно не хотим, чтобы росло количество угольных компаний, выходящих на красную черту, за которой снижение объема добычи и сокращение штата. Но это ведь только борьба с проблемами, которые уже возникли, а не поиск алгоритма такого развития ситуации, которая подобного рода кризиса купировала всерьез и надолго. И неизбежен еще один вопрос, который подсказывает простая житейская логика. 100 с лишним частных угольных компаний в качестве ходоков в Минэнерго – это, простите, нормально? 100 с лишним компаний, у каждой из которых своя личная боль-проблема, без решения которой… А как на это может и должно реагировать министерство? Тоже, но в другую сторону. Вот Минэнерго разработал проект строительства углехимического предприятия, даже нашло вариант финансирования по условиям в обход тайфуна. Оно его каким именно компаниям должно предлагать? По площадям бить? В Кемеровской области более 30 компаний. Давайте-ка их руководителей в шеренку подвое в фойе министерства построим и текст зачитаем. Так что ли? А вот же в 15 компаний на территории Хакасии, которые, оценив такую дивную сцену, тоже чего-то хочут. Мне почему-то кажется, что идея какого-то объединения, ассоциации, коллегии, да хоть профсоюза угольных компаний назрела и даже перезрела.
Ведь никто лучше, чем сами угольщики, с их проблемами не знаком. Минэнерго при всем его старании учесть интересы такого количества индивидуальных, разрозненных интересов физически не сможет, как и учесть все перспективы, которые досконально известны только самим этим компаниям. Вы обратите внимание, уважаемые зрители и слушатели, у нас ежегодно проходят форумы атомной, газовой, нефтяной отрасли. Но ни разу ни одного угольного форума, отраслевого угольного форума просто не было. Угольщики, конечно, присутствуют и на Питерском и Дальневосточном экономическом форумах, участвуют в энергонеделях, но ни разу не собирались для того, чтобы обсудить собственные специфические угольные вопросы. Нет вот такого профессионального объединения, нет и предложения о модернизации отрасли, о диверсификации направлений развития, о новых железнодорожных проектах. Хотя, повторю, Сельга-Уголь только что наглядно доказала, что железнодорожные проекты возможны даже в одно лицо. При разрозненной деятельности есть еще один очевидный неизбежный результат. Зависимость от импортной техники и оборудования в угольных шахтах России 59%, в угольных разрезах 86%. А это значит, что угольная отрасль не обеспечивает мультипликативного эффекта для смежных отраслей. Нету от нее заказов машиностроителям, металлургам, химикам. Нет работы для научных и конструкторских компаний. Десятки лет прибыль, которую зарабатывали российские угольные компании, уходила туда, откуда техника поставлялась. В Германию, в Японию, в Штаты, в Польшу и далее по списку. Как угольщики выкручиваются сейчас, решая проблемы с запчастями и техобслуживанием, думаю, превосходный материал для технотриллеров. И напоследок поделюсь результатами раскопок вот той самой импортозависимости. Оказывается, более 17% горно-шахтного оборудования на наших российских месторождениях было поставлено из Украины. Наткнувшись на эту удивительную статистику, копнул чуть глубже. И оказалось, что заводы-производители в этой графе называются Донгормаш, Горловский механический завод и Ясиноватский машиностроительный завод. Донбасс на протяжении всего советского периода – всесоюзный центр угольного машиностроения. Так было и так должно стать. Почему я в этом уверен, подробно поговорим в следующий раз. В качестве анонса крайне простое размышление. Мы, конечно, можем бороться с течением, прилагая усилия для его преодоления. Но не разумнее ли это течение самим и формировать?